Приветствуем всех на барахолке в Варшаве. Устраивайтесь поудобнее. Если вдруг вас настигнет реклама, когда вы смотрите это видео, не пролистывайте ее. Заварите себе в это время вкусный чай или кофе, кто что любит. Да, и не забудьте подписаться, чтобы не потеряться. Симпатичное трио Фолькштедт, но смутил нас этот скол по краю чашки. То ли это фабричный брак, то ли неудачная реставрация. Сегодня пройдемся не только по рядам, но и постараемся порыться в коробках. Как думаете, удастся найти в коробках клад? Или будет попадаться только хлам? Конечно, речь идет не о Майсоне. Хотя однажды и Майсон мы нашли в коробках. Помните? Кто еще не видел? Ссылку на это видео будет в описании. В Варшаве зябко, руки мерзнут. Продавцов пока еще мало. Но мы постараемся показать вам все, что найдем. И, как говорится, смотрите до конца, чтобы не пропустить самое интересное. И хоть продавцов еще мало, покупатели очень бойко и активно что-то ищут. Обратили внимание на крупный браслет с зелеными то ли минералами, то ли стеклом. Продавец сказал, что это серебро, проверял, но пробы нет. Стоит что-то около 130 евро. Привез из Восточной Германии. Если что-то еще попадется по бижутерии, покажем, а пока идем к коробкам. И коробки, и столы, все находится рядом. На этом столе привлекла внимание тарелка с глухарем. Серия «Охота». Это Кайзер. Есть кто любители пернатых? Заходите к нам в Телеграм. Все подробности там. У нас есть такая тарелка. Найти что-то стоящее в коробках – это и большая удача, и неожиданность. Как правило, в них лежит хлам, битые вещи, современная Азия. Или если что-то симпатичное, то одиночное. Вот тарелочка, какой-то милый декор по краю. Надо посмотреть поближе, что же это такое. Как же до нее долезть. Вот, ну, милашечка. Да, неплохая. Клеймо уже стерлось. Непонятно, что это было, но она одна. Ну, что с ней делать с одной? Ну, пусть лежит, ждет. Это увлекательное занятие. Искать клад в коробках. Но тяжелое. Коробки находятся прямо на земле, очень низко. Все время ищешь в согнутом состоянии. Неудобно. А вот что-то интересное. Надо посмотреть поближе. Ну, это, конечно, новодел, что-то современное, но очень оригинальное. Вот поставить бутылочку на стол или как декорация в интерьере. Очень даже неплохо. Вот такие милые подарочки за небольшие деньги можно найти. Конечно, это будет дешевле, чем в магазинах. Если продавцу коробок не лень, если у него есть желание, то, конечно, самые интересные экземпляры из коробок он забирает на столы. Тарелочка симпатичная, Кученройтов. Даже нашли трио, но продавец захотел больших денег. А вот это чудо. Эх, добили. Добили окончательно Тиловец. Видите, крытье, все стерто. Тарелок много, но состояние уже вообще никуда. Жаль. Эх, Тиловец, Тиловец. Много современной посуды, без каких-либо клеек. Вот неплохой салатник.
В принципе, что-то можно найти для дома. Две вазы с розовыми цветами. Это Унтервайсбах, Тюрингия. Судя по форме ваз, это 60-е, 70-е годы. Как думаете? Ну, в принципе, для дома здесь можно подобрать какие-то тарелки для повседневного обихода. Ну и стекла много. Тоже кое-что можно выискать. Но, конечно, не раритеты. Милая ваза. Но, видите, карамельное стекло, но такой огромнейший скол. Жалко вазу. Но что делать? Кстати, стекло, различные фужеры, бокалы очень хорошо покупают молодые люди. Видимо, пьют и бьют. Чашечка, но она одна. Может, кто-то ее и спасет из этой коробки, пока не побили. Стекла много. Это бокалы Рёмер. В переводе римское стекло. Изначально в них было принято пить белое вино. Классические рёмеры, конечно, зеленые и коричневые, а вот здесь два небольших рёмера и два покрупнее. Красивой зеленой ножкой. Традиционный узор английской керамики. Кстати, очень любимый в Польше. В разных цветах. И коричневый, и малиновый, зеленый, голубой. Встречаются и видеокарты. Мы же говорим, чего тут только не найдешь. Это, видимо, вариации на тему лукового узора. Чехословакия. Ну, тарелочка одна. Большой столовый, видимо, сервиз. ГДР. Это такой фаянс. Сервиз цвета топленого молока с оранжевыми ромашками. Такая очень милая природная цветовая гамма. И тут же букетик из бессмертников. Наверное, кто-то сам сделал. Ручная работа. Пока что-то ничего интересного глаз не выловил. Кто нас внимательно смотрит? Вы что-то увидели интересное? Ой, какая милая тарелочка майолика. Ой, бедненькая. Как ее всю разбили и склеили. Кто ж ее такую возьмет? Басковские кассеты, видео. Привет из прошлого. О, симпатичные бокалы, розовое матовое стекло с такими золотыми кляксами. Ну, их всего два, что ли? Ой, какая симпатяшечка девочка. Это, видимо, кашпо, как думаете? Ну, что-то такое новодел. Но очень миленькая. Прелесть. А это что за шкатулочка такая? Совочек. Интересный предмет. Кто знает, для чего он? Впервые видим такое. Сегодня в коробках определенно очень много тарелок. Вот кому-то повезет. Ой, какие милые. Василечки. Да, большое такое блюдо. Даже фокус потерял телефон. А предназначение вот этой посуды что-то осталось для нас загадкой. Какая-то доска, Royal Copenhagen, и впереди магнитик. Что это такое? Непонятно. Может, кто знает? Пишите. Мы
таким встречаемся впервые. Затерялась одна красивая чашка, белоснежный узор, трильяжная сетка, ракайя. Ну, это сразу узнаваемый Фюрстенберг. Сплошное изящество. Очень хорошая, качественная марка. Все-таки начало сезона дает о себе знать. Пока выбор еще маленький. Вот ищем, но пока ничего такого симпатичного, интересного не нашли. Опять майолика, какие-то танцы. Это ручная роспись. Что-то горячавка вот там внизу. Какие-то альпийские ребята. И без клейма. Что-то, может быть, даже сами рисовали. Ну, это узнаваемая Англия. Что-то уже более современное, но цветовое решение, вот этот нежный розовый брусничный оттенок в цветах очень миленький. Ну, какой-то это, что у нас? Барометр, кто знает, кто понимает в приборах. Но это точно не часы. Да, что-то, наверное, погоду какую-то узнает. А вот эта тарелочка, гончарная керамика, покрытая глазурью, очень узнаваемый декор. Кто знает, кто это, что за производитель. Вот еще одна. Видите, с такими глазиками по краям. Это Болгария. Да, и встречается очень-очень часто. Ну, никакого клейма, никакой сигнатуры нет. Кстати, в загородном доме, в усадьбе, где-нибудь на даче было бы интересно создать декор вот в такой рустикальной деревенской стилистике. Симпатично бы смотрелось. Но это, скорее всего, наши друзья из Азии. Либо Китай, либо Шри-Ланка. Ну, что-то из тех мест. Только что видели чашку и блюдце, а вот и десертная тарелочка нашлась. Надо бы вместе положить, чтобы кто-то купил, как трио. Подсвечник. Кто это у нас? О, Морец с Декауэр. Чехия. Да. Кстати, у них тоже есть очень приличный, хороший фарфор. И есть очень дорогой. Кто-то заботливо собрал крышечки от чайника. А вот это уже похоже на клад. Посмотрите, какой чудесный чайник. Милый декор. И внизу рельеф в стиле ар-нуво. Видите, вот эти плавные линии. И клеймо. Кто узнал, это Зарау. 1896-1918 годы. Супер находка. Но как жаль, что нет крышки на чайник. На наше видео о фабрике Зарау ссылку найдете в описании. Обязательно посмотрите. Впервые встречаем гончарную керамику, покрытую глазурью от Хученройтер. Как правило, только фарфор встречали. Это набор 6 чашек и 6 тарелочек. Вот внизу. Да, все есть. Точно. А знаете, что напоминает этот рисунок? Черепаховый панцирь. Помните, недавно рассказывали о легендарной фабрике Корец? Ссылочку тоже найдете в описании. Для любителей крупных скульптур это уже современное искусство, но красивая проработка деталей. И какой-то старинный каминный веер. Как думаете, винтаж или антиквариат? Ну, очень интересный. Металлический стул для улицы в стиле ар-деко. Трости.
А, тут еще и столик есть к этому стулу. А вот какое кресло с Наполеоном. Это же Поль де ла Рош? Переход Наполеона через Альпы? Мы их правильно вспомнили? Ах, какая сабля на зеленом столе. Только сейчас увидели. Ну и граммофон. Очень симпатичный. Кстати, пластинок тоже очень много продается на рынке. И всякая всячина. А это узнаете? Статуэтки фабрики Полонная. Покати горошек. Статуэтка из серии «Зимний дворик». Сейчас как раз по просьбе одного из наших подписчиков готовим материал об этой фабрике. Раскопали много неожиданных интересных фактов. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить наши новые видео. Скоро о фабрике Полонная. Анонс. Заметили, что в моду входит цветное стекло, причем не только французское, бельгийское, итальянское мурано, но и польское. Очень много интересных коллекционных предметов. Но и не только цветное стекло. Вот, например, эта масленка, модель авокадо, впервые в каталоге за 1970 год. Это фабрика польская Бута Гортензия, город Петрков Тршебунальский. У нас есть такая масленка. Если вас интересует коллекционное польское винтажное стекло, пишите нам в Телеграм. Ссылочку найдете в описании. А это один из самых наших любимых продавцов. Всегда великолепный выбор. Давайте просто полюбуемся. Если что-то понравилось, заинтересовало, пишите нам в Телеграм. А вот этот стол нам надо рассмотреть повнимательнее. Вот видите, две маленькие вазочки. Да-да, именно они. Справа это декор бабочки, а слева васильки. Это знаменитая венгерская фабрика Жолнай. Как думаете, надо брать? С декором бабочка у нас есть мока-пара. Рассмотреть ее вы можете в Телеграм. Это ручная роспись. Хотите больше узнать о венгерской фабрике Жолнай? Ныряйте в описание, ссылочка на видео там. А это красавица-тарелка, модель Кора, 70-е годы, фабрика стекла Зомбковице, по дизайну пани Эрики Тшевик-Дрозд. В 1979 году эта тарелка получила первое место и золотую медаль на национальной стекольной выставке в Катовице. Если вам интересна эта коллекционная тарелка, пишите нам в Телеграм. А матрешку любят по всему миру. Это фигурка «Русский перепляс» от фабрики Полонная. Скоро еще больше фигурок, статуэток от Полонного будут в нашем новом видео. А эти утята – это КПМ, Королевская фарфоровая мануфактура в Берлине. А это собачки Фу, также небесные львы Будды, также собака-львы, древние китайские символы, мощный защитный талисман. И тут же история, таблички времен ПРЛ Польской Народной Республики. Здесь вообще у продавца огромный выбор всего.
И опять среди множества статуэток статуэтка полонная цыганка. Кстати, в редкой расцветке. А еще больше будет статуэток полонная в нашем новом видео. Анонс. Роскошная ваза высотой больше 50 сантиметров с портретом Марии Терезии из династии Габсбургов, эрцгерцогиня Австрии, королева Венгрии и Богемии. Посмотрите, какие маскароны, козлы эффектные. И ножки копыта. Это Розенталь. Супер. И не менее роскошные французские тарелки. Очень сожалеем, что побольше про них не узнали. Продавец куда-то ушел. Обязательно, если в следующий раз они будут на барахолке, обязательно все про них узнаем. Очень красивые, очень нам понравились. Такие фрукты живописные, как настоящие. Прелесть. А эта белоснежная красотка, это же рюмочная передача. Помните, мы про нее рассказывали? Ссылочку найдете в описании. А здесь нас терзают смутные сомнения. На блюдце недокрас глазури, и рисунок ощущается пальчиками. Как вы думаете, это нормально? Может быть такой Майсон? Или это все же подделка? Что-то очень-очень нас смущает этот сервиз. И ручка у молочника шероховатая. Может, так задумано? Но как-то странно для Майсона, для такой люксовой марки. Подскажите, как вы думаете, это может быть Майсон? Или это все же подделка? А что еще удивительного мы нашли? Вот такая тарелка в коробках. К сожалению, была только одна. Посмотрите, узнаете? Такие же волнистые линии, стиль ар-нуво, как было в видео недавно в коробках найденный чайник. Видите, как бывает найти в коробках фарфор XIX века. Жаль, что тарелка только одна. Это тоже Зарау по клейму 1896-1918 годы. И еще одно очень красивое трио Зарау. Рассматривали его к покупке, даже несмотря на то, что продавец взвинтил цену, торговались. Но в самый последний момент, когда стали уже рассматривать очень внимательно, нашли на чашке печную трещину. Как обидно. Самое удивительное, что несмотря на то, что в трио есть производственный брак, продавец все равно продает это трио дорого. Когда спрашиваешь, почему, отвечают: но это же Зарау. Вот так вот. Очень удивительно. Еще очень понравилась вот эта карандашница. Она без клейма. Затрудняемся в атрибуции. Может быть, кто-то подскажет. Будем благодарны. А еще впечатлила эта огромная ваза высотой 48 сантиметров, а ширина с ушами 42 сантиметра. Но клейма нет, только подпись художника. Кто знает что-нибудь про эту вазу? Пишите. Вот такая получилась прогулка по Варшавской барахолке. Были и столы, были и коробки. Как вы думаете, можно в коробках найти клад? Или все-таки только хлам? Спасибо, что гуляли вместе с нами. Впереди у нас еще много интересного. И чтобы не потеряться, не забудьте подписаться. Пока!